Тема сегодняшней лекции – универсальное кватернионное уравнение поля. В этой лекции я расскажу, как с помощью пространственно-временной алгебры, основанной на кватернионах Макфарлейна, можно написать волновые уравнения для полей с массой кванта, неравной нулю, и как частный случай для полей с массой кванта, равной нулю. План лекции будет следующий. Вначале мы рассмотрим релятивистское соотношение Эйнштейна между энергией и импульсом, и на его основе напишем кватернионное, а на самом деле сидионное волновое уравнение второго порядка. А в заключении рассмотрим специальный случай волновых уравнений первого порядка. Соотношение между энергией и импульсом может быть записано в виде вот такого уравнения, в котором E – это энергия, P – это импульс, а M – это масса. Это уравнение может иметь две трактовки. Во-первых, это уравнение для частицы, где E – это энергия частицы, P – это импульс частицы, а M0 – это масса покоя частицы. Однако точно такое же уравнение может быть написано и для волнового поля. Если мы поставим выражение энергии через частоту, а импульса через волновой вектор, то мы получим вот такое соотношение, в котором омега есть частота волны, k – это волновой вектор, а m0 – это не масса покоя частицы, а масса кванта этого поля. Если масса кванта поля равна нулю, то мы получаем вот такое дисперсионное соотношение, которое, в частности, описывает электромагнитные волны в вакууме. Соотношение Эйнштейна для энергии импульса может быть представлено в виде двух сомножителей, используя пространственно-временной базис ET, ER и ETR. Это выражение написано на основе следующих принципов. Энергия является временной компонентой четырех вектора, поэтому мы здесь ставим базисный элемент ET. Импульс является пространственной компонентой четырех векторов, поэтому здесь стоит ER. Ну а для массы остается, значит, базисный элемент ETR. Таким образом, мы представляем это соотношение в виде произведения двух сомножителей. Если мы их перемножим, то получим исходное выражение. Согласно квантовой механике, то же самое соотношение выполняется и для операторов физических величин. Если мы в это выражение поставим выражение энергии через оператор дифференцирования по времени, а импульс выраженный через оператор градиента, и подействуем этим оператором на волновую функцию в виде сидиона, то мы получим вот такое сидионное уравнение, в котором подразумевается клиффордовское умножение векторов. Это универсальное уравнение, с помощью которого можно описывать различные физические поля. Немного рассмотрим его свойства. Если мы перемножим эти две скобки, то мы получим вот следующее волновое уравнение, которое хорошо известно в релятивистской квантовой механике и носит название уравнения Клейна-Гордона. Если мы в этом уравнении положим массу кванта равной нулю, то мы получаем волновое уравнение, которое в частности описывает волны электромагнитного поля. В этом уравнении функции W имеет смысл потенциалов электромагнитного поля. Среди решений волнового уравнения второго порядка есть целый класс волновых функций, который удовлетворяет уравнению первого порядка. Действительно, если волновая функция удовлетворяет уравнению первого порядка, то она удовлетворяет уравнению второго порядка автоматически. Вот это уравнение описывает специальные поля, которые удовлетворяют уравнению волновому первого порядка. Ну, о них мы будем рассказывать в дальнейшем. Если мы хотим учесть источники этих полей, тогда в правой части этих уравнений мы должны внести сидионы, которые описывают источники этих полей. У этого уравнения будет один источник, обозначенный G, а вот этого уравнения будет другой источник, обозначенный I. Вот с помощью этих уравнений можно описывать электромагнитные поля, слабые гравитационные поля, применять их в гидродинамике вихревых потоков, описывать плазму, описывать электродинамику сверхпроводников, а также описывать сильные и слабые взаимодействия, о чем будет рассказано в следующих лекциях. Так, в заключение. Пространственно-временная алгебра сидионов позволяет провести факторизацию релятивистского соотношения между энергией и импульсом и написать универсальные волновые уравнения
для полей. По традиции, в заключение хочу порекомендовать вам нашу книгу «Пространственно-временные сидионы и их применение в релятивистской квантовой механике и теории поля». Она свободно распространяется в интернете, здесь дана ее ссылка. Также ссылку можно найти в прикрепленном комментарии. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или желание что-то обсудить, то можно со мной связаться, используя адрес электронной почты, приведенный здесь. Благодарю вас за внимание.